Всем привет! Сегодня, в общем-то, поделюсь опытом использования четырехтактной мотокосы. Это у нас фирма ProCraft, модель T5600. То есть это у нас полноценная четырехтактная мотокоса. То есть у нас клапана, привод у нас ременной. Этот двигатель, это полная копия двигателя Honda GX35. То есть объем здесь реальный, это 35 кубиков, а не 62, как пишут на коробках, поэтому не стоит этому доверять. Диаметр поршня, если я не ошибаюсь, по-моему, 38 либо 39 миллиметров. Ну и, соответственно, там ход поршня также небольшой, поэтому здесь никак физически не может быть 62 кубика. Ну и, как пишут, еще сколько там, 7,4 лошадиных силы. Нет, конечно, это все вранье. Здесь всего лишь порядка 1,3 лошадиные силы. В общем-то, в этом видео поделюсь опытом эксплуатации данной мотокосы, то есть расскажу о ее недостатках, о ее преимуществах по сравнению с китайскими двухтактными косами. Расскажу, в каком режиме с ней работал и что, собственно, за все это время с ней случилось. Отработала она у меня 5 лет, то есть покупалась эта коса в 2021 году, то есть лето 21 отработала, лето 22, лето 23, 24, 25. То есть 5 сезонов она отпахала. Работал я данной косой в основном на заросших сильно участках. Работал дисками, ножами, то есть на леске. Данная коса показала себя не очень хорошо. Все-таки она слабенькая. И косить леской бурьяны, где много всякого мусора, то есть нужно ставить леску 2,7 мм, а то и 3. То есть показала она себя плохо, она эту леску не тянет. То есть ее нормальная леска это 2 мм. Поэтому она была переведена на ножи. Ну и, собственно, все это время в процентах, наверное, 80 случаев она работала именно с ножами. 20% там леска где-то небольшую траву подкосить. Значит, наработка у нее за сезон выходила где-то порядка 1 гектара, 1,2, где-то так. То есть в среднем наработка около 6 гектаров. Это, еще раз напоминаю, всякой поросли, молодняка и всего такого. То есть работал диском данной косой, пилил, скажем так, молодняк диаметром, наверное, до 5 сантиметров. Это максимум. Больше, тяжело ей даже такое пилить. То есть она хорошо работает на молодняке таком. Сантиметра 2-3, не больше. То есть слабенькая она для таких уже больших деревьев, да, молодняка крупного. Все-таки слабоватая. Значит, работала, еще раз повторюсь, она в жестких условиях 5 лет. То есть все время на расчистке молодняка, сорняка и так далее. Вот, то есть первое преимущество это надежность. Второе преимущество это экономичность. То есть двигатель четырехтактный, расходует мало топлива. Но это относится, если вы работаете именно диском. Либо леской на небольшой траве. Тогда да, экономичность немножко, скажем, заметна. Но если вы будете работать такой косой на высокой густой траве и аналогичной, там, не знаю, двухтактной, китайской, объемом там 40 кубиков, 50, то расход будет плюс-минус один и тот же за счет того, что эта коса медленно косит. То есть ей тяжело косить высокую траву леской и густую. Поэтому она по времени на одном бачке на 600 грамм будет работать в районе часа. Китайская там двухтактная коса там может полчаса, да. Но на китайской двухтактной вы выкосите, условно говоря, там, не знаю, 4 сотки, а этим сотки 2 не больше. Потому что мощности недостаточно именно для густой травы и для работы леской 2,7-3 мм. Третье преимущество это то, что она тихо работает. По сравнению с двухтактными мотокосами она действительно тихо работает и можно работать ей без наушников. Четвертое преимущество это то, что данная коса имеет низкую вибрацию. То есть работать ей довольно-таки нормально. Учитывая, что здесь нету никакого, скажем, профессионального четырехточечного антивибрационного оборудования. То есть здесь у нас один демпфер стоит и как бы все. Но при этом
вибрация на ней небольшая. То есть комфорт работы у нее на порядок лучше, чем на китайской двухтактной мотокосе. Ну, из преимуществ, наверное, все. Ну, смешивать бензин с маслом, это ну такое. Здесь у нас, напоминаю, чистый бензин заливается. В двухтактные двигателя нужно смешивать пропорцию бензина и масла. То есть это такое, ни плюс, ни минус. Там нужно смешивать, здесь нужно менять масло, как на скутерах четырехтактных, мотоциклах, машинах. То есть откручиваем щуп, сливаем старое масло, заливаем новое. Периодичность замены масла у меня была 50 часов. То есть 50 часов я отработал данной косой, слил старое масло, залил новое. Объем картера, если сухой, 100 мл, если при замене где-то 90 мл нужно заливать. Так как старое масло у нас еще там остается на стенках двигателя, поэтому 90, может 85, где-то так. Масло я использовал 10В40 полусинтетику. Ну а теперь давайте поговорим о ее недостатках. Первый недостаток это то, что все-таки коса слабая. Это такой самый большой у нее недостаток. Косить леской, допустим, у себя на участке, если участок большой, тяжело. То есть она долго косит, двигатель слабенький. Поэтому данная коса подойдет, наверное, обкашивать такие дачные участки, либо если у вас там небольшой участок возле дома, там во дворе соток, наверное, до 5, не больше. И то траву желательно не запускать, потому что если трава будет уже высокая и густая, то есть вы этой косой будете косить не один день. Это если вы будете работать леской. Если диском, понятно, диском тут особо мощности не надо, если диск острый. Вот, то есть диском она работает нормально. Второй недостаток данной косы это то, что она очень сильно греется. То есть здесь у нас клапана, головка. Греется она, конечно, посильнее, чем двухтактная. Ну, насколько я вот работал, мне кажется, она сильнее греется. То есть температура здесь повыше будет. Поэтому летом и так жарко, и еще под боком двигатель горячий, прям горячий. Поэтому такой второй недостаток — температура. Вот. Третий недостаток — это вот такой слабый фильтр. Ну, в принципе, на всех китайцах такой фильтр слабенький. Вот такого вот плана фильтр. Это поролон, пропитанный маслом, либо специальной пропиткой для фильтров. Справляется он со своей задачей, наверное, процентов на 50, потому что здесь мы можем видеть грязь у нас. И она вся летит благополучно в двигатель. Поэтому это еще такой один недостаток. Слабый фильтр. Но при этом, при всем, двигатель, еще раз напоминаю, работает отлично. Масло не берет, то есть он не дымит. Хоть туда и попадает грязь, что говорит нам еще раз о его ресурсности. Ну и последний такой недостаток именно данной косы, не двухтактных, а вот именно четырехтактной данной модели. Не знаю, как на оригинальной Хонде это все дело обстоит, но на данной косе вот этот вот сальник со стороны стартера подтекает. То есть я его уже менял, у меня есть об этом видео. Ставил новый сальник, но когда работаешь по чуть-чуть, допустим, дома я там обкосил, поработал полчасика, особых проблем нет. То есть сальник держит, все нормально. Как только начинаешь работать активно, то есть без перерыва там, да, только на дозаправку, когда поработаешь так часа 2-3, все, потек сальник. Не знаю, с чем это связано. Возможно, на оригинальной Хонде данной проблемы нет, но вот именно на китайском этом двигателе течет именно вот этот сальник. Со стороны сцепления и крыльчатки все отлично, сальник сухой, а вот со стороны стартера он подтекает. Не критично, но понемножку течет. Я с этой проблемой пытался бороться, менял сальник, но через время, собственно, опять он начинает течь. Вот, я эту проблему начал игнорировать и просто стал доливать масло понемногу там через определенное время. Ну и, собственно, так она у меня уже работает 4 года. Проблем, как еще раз говорил выше, особо никаких. Ну а теперь давайте поговорим, что с данной косой случилось за эти 5 лет
жесткой эксплуатации и что было на ней заменено. Значит, за все это время я два раза, наверное, регулировал клапана. То есть после покупки я сразу снял крышку, проверил зазоры. И уже, наверное, года через 2 еще раз проверил зазоры и немного подрегулировал. Все, больше в двигатель я не лез. Вторая проблема — это подтекание сальника, как говорил ранее. Я с этой проблемой пытался бороться, половинил двигатель. Видео об этом есть на канале. Покупал нормальные сальники, нормального качества, ставил, но через какое-то время он опять начинал подтекать. Поэтому я на эту проблему, скажем так, перестал обращать внимание. Третья проблема, которая произошла с данной косой, это растрескалась вот эта вот уплотнительная резинка, которая идет в бензобак, и у меня подтекал бензин. Ну, это, кстати, не только на данной косе проблема, а на любом, в принципе, китайце. Со временем эта резина у нас трескается и начинает течь бензин. Поменял вот эту вот уплотнительную резинку вместе со шлангами, ну и, собственно, с фильтром. Все работает. Следующая проблема — это подтекание бензина через вот эту вот крышку, а точнее через вот это вот отверстие, где у нас стоит клапан. Менял я клапан, менял уплотнительную резинку, не помогло. То есть через определенное время опять начинает подтекать. Еще была проблема, но это уже даже не проблема, а просто пришло время менять сцепление. Наверное, в том году я менял его, если не ошибаюсь. То есть отработала коса или 3, или 4 года, и растянулась пружина. Даже сцепление само не стерлось, там выработка небольшая, а вот именно пружина растянулась, и из-за этого на холостых оборотах крутилась катушка, крутился нож, поэтому поменял сцепление. Еще один момент — это вот эти вот ручки. Она у меня лопнула, поэтому она сейчас у меня вот такая вот короткая. Она была подлиннее где-то на вот столько. Лопнула она опять же из-за того, что косился молодняк. То есть ты прикладываешь большую нагрузку, поэтому со временем разбилась и лопнула. Да, и трубка здесь на самом деле тонкостенная, поэтому неудивительно. Ну и последняя проблема — это плохого качества разгрузка и комплектная шпуля. То есть она разлетелась в первую неделю, и разгрузка за все время она заново прошивалась, то есть разлазились швы. Это тоже у нас вот в таком вот плачевном состоянии. Здесь у нас крепление отломалось. Здесь у нас тоже все закручено уже на всякого рода винты. Карабин родной тоже быстро отломался. То есть разгрузка слабенькая. Поэтому, если кто купил такую косу и будет активно ей работать, желательно купить нормальную разгрузку. Потому что вот это вот, ну это такое, дешевка. Ну а теперь давайте подведем итоги. Данная коса удивила меня своей надежностью. Хоть она и китайская, но отработала 5 лет жесткой эксплуатации. Наработка у нее в районе 6 гектаров. Это, еще раз напоминаю, покоса всякого рода молодняка, сорняка, то есть запущенных участков. Вот. И с ней проблем не было. Она всегда заводилась и выполняла свою работу. Единственные недостатки у нее — это то, что подтекает сальник. Но я как бы перестал обращать внимание на эту проблему. Периодически проверяю уровень масла и доливаю. Второе — это подтекал бензобак, но это на всех китайских косах такая проблема. Со временем потрескалась резинка, поменял, все нормально. Подтекает сапун, это также на большинстве китайских кос проблема. На работу не влияет, нормально. Растянулась пружина на сцеплении, но это расходник, поэтому здесь также я не вижу особой проблемы в этом. Спустя 3 года поменял и забыл. Вот. Что еще?
Отломал ручку, ну, потому что все-таки работает коса жестко, косит молодняк, поэтому неудивительно, что что-то здесь отломалось. Вот. Ну, а так, в принципе, все работает. Заводится отлично, то есть я ее не использовал в этом году. Бензин здесь еще прошлогодний. И, кстати, я так ни разу его за все время не сливал. Работал на прошлогоднем бензине. В отличие от двухтактных двигателей, здесь с этим проблем нет. Можно использовать старый бензин. Ни на что он не влияет. Заводится она двумя пальцами. Работает тихо. Кольца масла не берут, то есть поршневая еще живая. Вот. Единственное, что еще с ней произошло, это уже, конечно, от времени, от износа шумит сильно редуктор. Ну, даже не шумит. Нормально все, в принципе. Конечно, он уже там немножко люфтит, это слышно. Да, есть небольшие люфты, но при такой эксплуатации это неудивительно. Здесь стоит все родное, штанга родная, вал родной, редуктор тоже. Поэтому, еще раз повторюсь, коса меня удивила своей надежностью и неприхотливостью. Все, что было заменено, это сцепление, уплотнительная резинка. Один раз сальник поменял, не помогло, подтекает. В общем-то, такое. Все остальное родное. Родная свеча даже. Ну, собственно, как-то так. Кто также работал подобными косами, то есть либо такой косой, может быть другое название, но двигатель и корпус один и тот же. Либо есть еще четырехтактные косы на штангах, то есть привод у нас здесь ременной, а есть еще штанговый. Вот, расскажите, как вам вообще четырехтактные мотокосы? То есть как вам, какая лучше, двух, четырех, что вы об этом вообще думаете? Ну а у меня на этом все. Кому было полезно и интересно, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.